Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у меня на коррекции очень сильно перехоженные ногти. Этим ногтям около 3 месяцев носки, они слегка отошли от кутикулы. Почему отошли? Не потому, что там была отслойка, а потому, что они уже просто очень сильно переношенные. И в связи с напряжением на кончик ногтя начали отрываться от кутикулы. И этот момент отрыва, то есть отслойку получившуюся, моя клиентка взяла и заклеила при помощи суперклея. В принципе, я не считаю это большой ошибкой. Клиенту как-то нужно доходить с этим хлопающим ногтем до того момента, пока она сможет посетить мастера. Если он будет продолжать хлопать, велика вероятность, что он оторвется, и оторвется не просто так, а нанесет травму натуральной ногтевой пластине. И это будет еще хуже, чем просто заклеить его суперклеем. То есть момент суперклея я ошибкой не считаю, но я считаю ошибкой так долго с этим суперклеем после этого ходить. Ходила она еще 2 недели. То есть заклеили суперклеем ноготочек и как можно быстрее постарайтесь попасть к своему мастеру, либо если вы сами мастер, как можно быстрее постарайтесь изменить эту ситуацию и переделать этот ноготочек заново. Почему? Потому что в этом кармане, получившемся в этой отслойке, при помощи суперклея вы можете заклеить какие-то патогенные микробы. В основном это плесневые бактерии. И там у вас в клею, в отсутствии кислорода, между ногтевой пластиной и искусственным материалом начнет развиваться плесень. Ну а в случае того, как же корректировать вот эти вот нюансы с суперклеем, мы выпиливаем полностью всю отслойку и убираем все частицы клея с поверхности ногтя. В данном случае у клиентки клей был не только на поверхности ногтевой пластины, но и под ногтем, причем в клей была заклеена не грязь, а кусочки шоколада. У меня клиентка сейчас занялась лепкой цветов из шоколада, и она клеем заклеила себе остатки шоколада под ногтями. Поэтому я хорошенечко убрала все частицы клея с ногтевой пластины и убрала их же из-под ноготка. Ну а дальше все по классической схеме. Отодвигаем кутикулу, убираем дыриги, наносим праймер, базовый гель и делаем полностью коррекцию. Только 2 ноготочка, получается, мы перекрываем практически полностью свежим материалом. В данном случае коррекцию мы будем производить при помощи полигеля, поэтому
Поэтому сразу же выкладываем материал на базовый слой, стараемся выровнять его таким образом, чтобы у нас получилось моделировать ноготок практически без опила. А теперь переходим к покрытию. И как бы нетипично это было для моего канала, сегодня мы, к сожалению, обойдемся без дизайна. Почему, к сожалению? Потому что, я дизайн люблю, да, вы же знаете, что всегда и везде нужно напихать много дизайна. Но у клиентки сейчас пост, ей нельзя привлекать внимание к своим рукам, тем более она помогает в церкви, поэтому решено было минимизировать какие-то такие вещи, которые бы к себе внимание привлекали. Но даже в этих условиях клиентка не смогла отказаться хотя бы от чего-нибудь минимального. Поэтому один пальчик на руках мы выкрасили в розовые блесточки. Они минимально, но все-таки привлекают к себе внимание.
Вот, собственно говоря, и все готово. На сегодня наши ноготочки отпускаем клиента и ждем его через рекомендованные 4 недели, а не через 2,5 месяца. Ну, а там у нас как получится. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно, и вы теперь знаете, что делать в подобных ситуациях. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!